Не хочу здесь выступать апологетом каких-либо других стран, кроме Российской Федерации, и сказать, что, конечно, в этом отношении Россия предоставляет гораздо большие, даже с точки зрения внешнего и поверхностного анализа, большие возможности для сохранения развития языков, культур, этнических сообществ. Достаточно сказать, что если в 1989 году в Российской Федерации обучение в общеобразовательных и в государственной системе образования обучение происходило на 55 нерусских языках, то в настоящий момент уже на 89 языках. И это очень серьезная динамика, не говоря уже о том, что Российская Федерация одно из немногочисленных государств мира, где языки не исчезают, а появляются, обретают письменность, как уже упоминавшийся здесь язык агулов, агульский язык, совсем еще недавно бесписьменный, это вот к нашим коллегам лезгинам, это тоже такой процесс сложный. Я хочу сказать, что прокомментировать, может быть, не очень вдаваясь в философские и исторические ретроспекции, немножко прокомментировать, что делается со стороны органов государственной власти, что, наверное, мы могли бы вместе сделать. Ну, во-первых, существует так называемое диагональное соглашение между Республикой Дагестан и Республикой Азербайджан, если мы будем сейчас говорить о народах, проживающих в Республике Дагестан и в Азербайджане. Да, есть определенные договоренности, выпускники азербайджанских школ обучаются в Дербентском, в Буйнакском педагогических колледжах, получают возможность получить специализацию по учителю лезгинского, цахурского, аварского языков. В Институте повышения квалификации педагогических кадров тоже в Дагестане соответствующая ведется работа. Да? В целом сейчас идут большие переговорные процессы. Представитель правительства согласовал заключение соглашения, большого, широкого договора о сотрудничестве, соглашения о сотрудничестве диагонального тоже между Республикой Дагестан и Азербайджаном. Пока ведутся переговоры, но два крупных соглашения, это о государственной границе, где произошла делимитация, собственно говоря, границы Российской Федерации и Азербайджана, имеется в виду река Самур прежде всего, да, это соглашение межправительственное, оно подписано, оно находится на ратификации, и уже вчера, да, первое чтение оно прошло. Второе соглашение в области рационального использования и охраны водных ресурсов реки Самур тоже подписано, и до 1 июля должна быть сформирована соответствующая комиссия, которая будет реализовывать это соглашение. Российская часть комиссии сформирована, сейчас ожидается предложение азербайджанской стороны. Я хочу сказать, что тема, связанная с черкесским вопросом, конечно, очень сложная. Я думаю, что это необходимо, во-первых, не идти в хвосте сложившихся стереотипов и разыгрываемых мифологем. Здесь необходимо, безусловно, серьезное фундированное историческое исследование. В конце концов, это были боевые действия, это были военные действия, это была война, это один аспект. Второй аспект, не очень часто об этом говорят, но были интересанты и из-за пределов Российской империи, из-за пределов Северного Кавказа, из-за Кавказа, имеется в виду и Османская империя, и Британская империя. И для, так сказать, некоторого отрезвления хочу просто задать вопрос. А есть еще за пределами Российской Федерации где-то административно-территориальное образование, где титульными народами являются либо адыги, либо черкесы, как хотите называйте. Сегодня на Кавказе, в Российской Федерации нет проблемы денег. Есть проблема их эффективного использования. Есть вопрос инвестиционного климата. Но нет проблем инвестиций, наверное. Во всяком случае, не в такой степени. Что касается демографической проблемы, на Кавказе такой проблемы тоже не существует. Точно так же, как и пустеющих поселений. Скорее, есть взаимные претензии по поводу тех или иных территориальной принадлежности, этнической принадлежности тех или иных земель к тому или иному этническому сообществу.
Что касается хорошего знания религиозных канонов, ну, вопрос, есть ли какое-то количество людей, которые готовы переселяться в Российскую Федерацию, и кто те хорошие знатоки канонов? Это те, кто живут в Турции, 7 миллионов. Ну, там по цифрам тоже еще можно обсуждать, потому что это тоже не, я так понимаю, экспертная оценка. Так же, как экспертная оценка была количество представителей черкесских народов, значит, проживающих в Российской Федерации. Что касается соотечественников, ну, нужно понимать, что соотечественниками не назначают, соотечественники сами себя самоопределяют, это какая-то форма идентичности, одна из форм идентичности, как религиозная, как этническая, как ни странно. Соотечественникам можно только, так сказать, самому себя ощущать, а законодательство дает возможность, российское законодательство, считать представителей тех или иных народов, некогда проживавших на территории России или их потомков, соотечественниками. Другой вопрос. Захотят ли декларировать 7 миллионов граждан Турции себя российскими соотечественниками? Что касается языка, я думаю, что это будет беспрецедентно для опыта крупных, неважно, европейских, неевропейских, любой опыт, миграционный опыт, взять любого крупного государства будет беспрецедентно, если в рамках миграционных подходов страна, принимающая, откажется от знания государственного языка. Это снизит, во-первых, возможность социокультурной адаптации, интеграции и так далее. Но практически сложно, в общем, представить себе такой опыт. Надо посмотреть, где такие страны есть. Еще один аспект по поводу языка, и это, кстати, очень хорошая тема. А где еще, в каких странах, значит, соответствующие родные языки сохранились, а не были подвергнуты ассимиляционному воздействию? Если в Российской Федерации практически все языки северокавказских народов сохранились и развиваются, многие из них прошли путь за какие-нибудь там 120-150 лет, а то и меньше, от бесписьменного состояния до письменного, причем такого письменного, в рамках которого функционируют элементы высокой художественной культуры, на некоторых есть там высокие музыкальные произведения там, и прочее, да, и это действительно высокая культура, то хотелось бы узнать, а есть в других странах, уже упомянутых здесь, например, в Турции, опыт сохранения языков соответствующих народов. Это тоже вопрос равного компаративистского подхода при анализе существующей реальности. Что касается изменения госпрограммы. Госпрограмма – это такой механизм, который имеет социально-экономическое, не только какое-то там общественно-политическое, но и социально-экономическое измерение. И, соответственно, государственная программа заточена под определенный механизм переселения. Переселение в определенные регионы. Регионы, которые испытывают, первое, проблему с демографией, но не с точки зрения позитивных тенденций в демографии, а с точки зрения опустынивания, где нужно заместить убывающее население. Второй аспект – это отсутствие безработицы, то есть переселять туда, где есть вакантные рабочие места. Переселять сейчас, и поэтому по госпрограмме большинство северокавказских регионов и регионов ЮФО, они получили отсрочки от разработки региональных программ переселения просто потому, что туда просто нецелесообразно. Оттуда сейчас переселяют людей и находят возможность либо создавать новые рабочие места, либо находить рабочие места в других регионах России, а переселять дополнительно значительное число людей просто с точки зрения даже экономики не вполне целесообразно. Хотя существует там моральное, так сказать, измерение, согласен, его надо обсуждать. Да, ну и, собственно говоря, по поводу создания мобильных групп, знаете, был опыт турок-мосхетинцев, когда с российской стороны были созданы все возможности
в том числе организационного характера. Для тех, кто желает переселиться в Грузию, пожалуйста, можем. Но единственное, что грузинский закон был такой драконовский закон, который требовал представления документов либо на грузинском, либо на английском, причем оригиналы документов, подтверждающие, что там в этом поселении проживали твои родственники. Оказалось, что оригиналы и многие документы хранятся в архивах Грузии. Хотя грузинская сторона требовала это от турок-месхетинцев. Но в результате практически никто туда не переехал. Почему? Потому что в России оказалось комфортнее. Люди, выбирая между, одним местом проживания и другим, выбрали Россию. Но это их путь. И в этом смысле Россия является родиной для многих народов и не собирается быть мачехой ни для кого. Спасибо большое.